мы с вами познакомимся на этом семинаре с самым интересным, одним из самых интересных направлений прикладной кинезиологии, а именно мы с вами будем знакомиться с третьей составляющей триады здоровья, лежащей в основе здоровья человека, триада здоровья, да? То есть помните, что общая триада здоровья, вот, она состоит из структуры, биохимия, да? Биохимия и эмоции. И все это, естественно, все связано между собой. Мы сейчас будем знакомиться с третьей составляющей, которая также состоит из трех составляющих. На базе идут это эмоции, меридианы и чакры. И чакры — это все очень сильно связано. Потому что и меридианы, и чакры, они также есть суть наших эмоциональных процессов в нашем организме. И, естественно, без этого практически невозможно полностью все вот наше состояние в этой жизни. И когда я говорю о рассмотрении всех аспектов, касающихся человеческой жизни, человеческого бытия, можно так сказать, да, это я всегда говорю из позиции психо, самое верхнее, психо, нейро, иммуно, эндокрина, генетики. То есть только с этой позиции. И всегда во главе идет психо, а генетика, видите, стоит на последнем месте. Через нервную систему, иммунную и эндокринную, вот этот треугольник, идет дальше проявление психо, нейро, иммуно, эндокрина. И уже дальше мы идем, берем свою базу генетическую. Но так как мы можем влиять на наши гены, и я вам это докажу, что есть эпигенетические воздействия, надгенетические воздействия на нашу жизнь, то все-таки на самом главном, на самом верхнем состоянии нашего жизни, нашего здоровья является психо или являются эмоции наши. Они практически управляют нами, они практически, через них можно управлять нашим здоровьем, нашей жизнью, нашей судьбой, все что угодно, через них можно все это делать. Очень много посвящается этому и исследований, и книг, колоссальное количество. Кто читал книги Нормана Дойджа? Пластичность мозга, да? Пожалуйста, да. Потом Амен ворвался в нашу жизнь со своими колоссальными количествами книг, которые «Измените свой мозг, и изменится жизнь», да? «Мозг и любовь», «Мозг и тело», много-много у него книг таких. Потом есть книги Аннибали, он работает у Амана в клинике. Это вот довольно интересные книги. Книжка у него что-то или стрессовый мозг, или что такое, или взбудораженный мозг, какой-то мозг. Очень много описывает об этом. Вот там же он рассказывает и о антидепрессантах, о нутриентах, которые необходимы. Очень много дает таких вот клинических историй, описывает, как подходил к этому, как исследовали. Потом, что мне еще, очень, даже я вам некоторые вещи буду приводить здесь в пример. На книге «Сила подсознания», вот такие. Диспенсер? Диспенсер, да. Плацебо, вот это про плацебо, как он описывает.
Джон Диспенза. Вот. И много таких книг. Ну и у нас, хочу сказать, ничуть не менее интересно подает все процессы, происходящие в мозге, не только там проведение, то есть не только там какие-то вещи, но и наши электрические составляющие мозга, там структуры мозга, то есть у него базовые есть лекции. Это Вячеслав Дубынин в Ютубе. Очень рекомендую, кто еще не слушал его лекции, не смотрел. Они давно уже были, 8, 5, 6 лет назад. И сейчас они многие идут. Но вот последнее, что я прослушала, допустим, «Мозг и алкоголь». Тоже удивительные вещи. Некоторые вещи я даже и не знала. Вот, тоже интересно. У него много есть. Есть у него лекции такие, как, допустим, нейромедиаторы мозга, там мозг и ацетилхолин, мозг и дофамин, мозг и глицин, мозг и серотонин, там мозг и сон, мозг и любовь, мозг и секс, мозг и голод, мозг и еда, мозг и иммунитет, мозг и вирусный иммунитет, мозг и постковидный синдром, вот это вот что-то, то есть колоссальное количество у него. Итак, мы с вами познакомимся о третьей составляющей, я уже сказала, об эмоциях, и посмотрим, что же такое сознание, что такое сознание, какие виды сознания у нас есть, что сознание у нас вообще, сознание по-английски это consciousness, да? Вот, так вот, оно есть сознательное и неосознанное сознание, unconsciousness, да? То есть оно в сознательном находится, мы им можем управлять, но не можем осознать неосознанное. Есть подсознание, subconsciousness, да, которым мы управлять, естественно, не можем, и superconsciousness или надсознание. Это те дары, таланты, навыки, которые даны нам при рождении, они унаследованы от родителей. Это кто вы, кем вы пришли на эту землю, как вы должны себя проявить, и кто из вас уже это смог сделать, а кто только находится еще в начале пути. Это на третьем дне, третий день семинара, это самое интересное, кто вы по своим судьбоносным таким вот делам, какая профессия это ваша, чем вам заниматься в этой жизни, вы сами себе все узнаете, все будете знать. В третий день семинара вы все это узнаете. Впервые я услышала об этих методах вот, определения даров, талантов, навыков или о надсознании. Это много-много лет назад в Лондоне была на семинаре Кристофера Смита. Я не перестаю учиться, постоянно обучаюсь. И когда у вас будет вот такой интерес к жизни, ваша жизнь будет открыта для вас всеми гранями красоты, ее вам все подвластно, и никакие болезни не смогут вас сломить окончательно. Ну, приходит болезнь, уходит, поговорили с ней, если вдруг что-то такое острое, говорите болезнь, ты извини, мне так некогда. Я не могу тебе, ну на тебе 24 часа. Вот температура, ну на 24 часа. Ну, если знаешь, что там уже болезнь такая посерьезнее, на тебе 72 часа. Все. И действительно болезнь отступает, ее можно уговорить, и очень даже хорошо. Итак, все, что у нас происходит, находится под действием наших эмоций. Наши эмоции, конечно, зарождаются в нашем мозге и управляют нами через биохимические процессы, через биохимические процессы. То есть образуются определенные вещества, которые как раз помогают нам проявить себя в том или ином качестве, что-то ощутить, что-то сделать, куда-то пойти, изменить свое мнение и так далее. То есть все постоянно вот это движется. Ну вот, допустим, считается гормоном любви, гормон какой? Окситоцин, конечно. И он же присутствует когда? Природа. Правильно?
Природа, он присутствует в природах. Вот. Если нам очень хочется чего-то, вот просто вот достичь такой цели, мотивация вот такая, нам нужно достичь этой цели. Какой отдел мозга чаще всего включается при этом? Гиппокампальная область. И начинает, там мотивация зародилась, но разрешение этой мотивации идет вперед и идет чаще всего через подсознание. Через подсознание. Вообще подсознание удивительное такое вот состояние. Подсознание наше, ну, в первую очередь, оно следит за тем, чтобы у нас было равновесие. Но какое равновесие? Равновесие гармоничное. То есть помните, я говорила вам по принципу Бауэра, что полное равновесие – это есть смерть. А вот устойчивое неравновесие, вот к устойчивости нашей, да, устойчивость неравновесных систем – это и есть жизнь. Как только у нас нет устойчивости в поддержании неравновесных процессов, да, возникает равновесие – это смерть. Все небиологические объекты, они все в равновесии. Вот, и они не живые. Вот. А живое – это всегда поддержание устойчивого неравновесия. Так вот, поддержание вот этого гомеостаза, устойчивости обеспечивает нам подсознание. Оно обеспечивает включение защиты нас от всего, даже от нас самих. Вот. Оно обеспечивает еще очень интересное такое свойство подсознания, когда как бы магнитом начинает притягивать то, о чем мы думаем, мечтаем. То есть наше подсознание – это магнит. Поэтому то, о чем вы думаете, то и будет притягиваться. Это делает подсознание. Еще очень интересное свойство у нашего подсознания радарное, так называемое радар. То есть постоянно идет сканирование всего пространства. И не только около нас. Это сканирование пространства вселенского. Планеты, нашего космоса, Вселенной, других галактик. Сканирование идет. И вот когда мы замыслили что-то, подсознание начинает включать радар и искать, а где можно взять ресурс, где можно взять вот этот ключ, которым и откроется замок того нового, что мы хотим. Вот это делает подсознание. И мы на этом семинаре научимся разговаривать с подсознанием. Обязательно научимся разговаривать с ним. И очень часто оно находится в состоянии неверия, нежелания какого-то. И когда мы это увидим, то мы сможем переменить его позицию в нашу пользу. Мозг имеет, вы знаете, левое и правое полушарие прекрасно. Между левым и правым полушарием у нас идет мозолистое тело. Почему оно белого цвета? Корпус коллозум. Ну, если кто-то видел его на вскрытиях и так далее, на снимках. Потому что там нет нейронов. В корпусе коллозум нет ни одной серой клеточки. Нет нейронов. Это волокна. Это белые волокна, которые соединяют наше левое и правое полушарие, чтобы что-то, что возникло в одном полушарии, было доступно и другому, и оценилось, и пришло к определенному консенсусу. Белые волокна. Передача информации между полушариями идет через такой нейротрансмиттер, как дофамин. Не было соединения между двумя полушариями, полушария были отдельно. Затем, когда начала появляться вторая сигнальная система, то есть речь, появилось вот это образование, считается, и уже человек
соединяя вход, сигнал, вот 5 органов чувств начали работать в едином состоянии, как бы в едином потоке, вот это и появилось общее восприятие и бинокулярное зрение исчезло, то есть мы уже видим совмещенными все наши визуальные входы. Но вот слышим мы тоже и левым и правым ухом одновременно у нас все идет. И мы всегда можем определить запах и вкус, и прикосновение можем определить моментально в каком-то месте. То есть стереогнозис, все нам сейчас подвластно. Да? Появившись левое и правое полушария, появившаяся речь, где-то в 85-90% случаев центр речи у нас формируется слева, да, вот, и появились так называемые понятия доминантных полушарий, или левое, или правое. И в разных философских учениях, разных подходах считалось, что левое полушарие – это логическое, да, правое – абстрактное, да, интуитивное, левое – время, правое – пространство, левое – мужское, правое – женское и так далее. В разных философиях, в разных подходах, в разных народах вот постоянно мы видим по-разному определение состояния этих полушарий. Появилось у китайцев вот это инь-янь, это еще в записках Желтого императора 3500 лет назад, а вообще более 5000 лет назад. Вот аюрведическая медицина, вот аюрведа – это ж не индийская медицина, да? И они говорят об этом. Я много раз ездила в Индию, в клинику, я у них преподавала, сама у них училась. И они тоже говорят о том, что аюрведа – это не индийская медицина, это собранная медицина мира. Более собиралась она со всех народов. Просто когда пошел вот этот всемирный потоп или что там было, да, люди стали уходить с этих мест и дошли до Тибета, и там сохранилось это все. То есть в Ведах, Ведой, да, сохранилось. Почему санскрит очень похож на наш славянский язык, да, особенно на древнеславянский. Санскрит очень похож. То есть там собиралось, там все собиралось. Вот. И как раз-таки вот аюрведа ее возродил полубог, получеловек 5500 лет назад, который называли его Дханвантари. Знаете его, да, и музыка, посвященная ему, есть, и все. Вот. И 5500 лет назад только возродилась вот эта аюрведическая медицина. В Китае развитие шло по своим канонам, по своим путям, но тоже очень древняя медицина. Но все-таки многие считают, что китайцам медицина пришла извне нашей планеты, нашей Земли. Вот. И в самой первой записке 100 болезней, которые можно излечить, надавливая на определенные точки человека, вот описывал Хуан Динэцзин, или Желтый император. Вот как раз вот он об этом описывал. То есть это все древние вещи, которые основывались на каких-то наблюдениях, на каких-то, может быть, озарениях и так далее, да. Вот, это все шло к тому, чтобы усовершенствовать, эволюционировать более высоком, на более высоких уровнях развития и так идти развиваться и так далее. Но доминирование полушария у нас очень важная вещь. Мы знаем, что в основном человек имеет доминирование какого полушария? Левого, конечно. Так как пути, большая часть волокон нервных через таламус перекрещивается, да, поэтому
у нас все, что слева в мозге, отражается на правой половине тела. Вот. И поэтому мы можем сейчас посмотреть, чистые ли мы, чистая ли доминанта у нас, потому что нарушение доминанты может формировать в дальнейшем неправильную неврологическую организацию, что в свою очередь повлияет и на структуру, и на биохимию, и в некоторых аспектах на эмоции. Значит, что нужно сделать? Посмотрите друг у друга, вот дайте какой-то предмет своему партнеру и посмотрите, какой рукой он возьмет этот предмет. Только сядьте так, чтобы вы были напротив друг друга. Сядьте так. Какой рукой берет человек предмет? Заметили для себя, да? Дальше. Возьмите листочек бумаги, сверните его трубочкой и подайте эту трубочку, но так, чтобы она была на середине туловища, кому вы подаете. Подайте эту трубочку свернутую. Скажите следующую фразу. Посмотри через эту трубочку. К какому глазу подносит этот человек? Значит, посмотри через эту трубочку. Хорошо. Теперь, если есть часы, дайте часы этому человеку. Вот посмотрите, какой рукой он берет часы. И скажите, послушай, как они идут. Если нет, то дайте телефон, и он автоматически поднесет к тому уху, которое у него доминантное. Друг у друга поделайте вот это, чтобы и тот, и другой знал. Потому что смешанные типы мы будем смотреть на неврологическую дезорганизацию. Ну, интересно получается, что иногда разные. И ухо, и глаз, и рука. Да? У кого-то одно и то же будет, или только левое, или только правое. А вот с ногой интересно. Вот с ногой интересно. Ну вот выйдите кто-нибудь сюда. Выйдите кто-нибудь сюда. Встаньте на низкий старт, как будто вы будете бежать. Так. Низкий старт. Как вы стоите на низком старте? Низкий старт это вот. Прям вот так. Вот, конечно, конечно. Так. Видно, какая нога у него сзади? Левая. Вот это и есть доминирующая. Вот так. Интересно, да? Вот это и есть доминирующая нога. Можете сами у себя попробовать и посмотрите. Это же у вас же на автомате, вы уже привыкли к этому. И как вы? Там можно поставить вам ступеньку, ну там по-разному, если подходит с разного боку, может и левой шагнуть, и правой. Но чаще всего мы начинаем шагать с какой ноги? С правой. Кто-то с правой, кто-то с левой. Но узнать, какая доминирующая, какая нога, это при вот низком старте. Сразу понятно, потому что... Нас еще учили толкнуть. Толкнуть, значит, нас еще учили. Толчковый тест. И какая нога Это вперед, немножко да? дезорганизация там. Там мы включаем немножко мозжечковые эти, ножки. Вот, там немножко нечистый эксперимент. А вот низкий старт это 100% скажет, какая у вас нога идет. Вот. И вы видели иногда, да, что мяч подкатывает, и вы какой ногой? Если правой, то вы подстраиваетесь, если даже это было здесь, вы сразу раз и правой. А если левой ногой ударяет, да, он будет левой. Футболистам говорила, что мажешь, говорю, поворотом, мажу. Это показывал Дэвид Ли в свое время, этот эксперимент. Вот интересно, значит, что-нибудь надо такое. Вот. Какую-то точку сделать. Где у нас точку найти на предмет какой-то яркий? А доске мочалка синяя прилеплена к стене, вот синяя мочалка, она вот как раз яркая точка. Но она все-таки большеватая, конечно. Она большеватая, надо меньше. Ну, можно нарисовать эту точку. Ну да. Так, кто играет в футбол?
Читай. Футболисты есть? Ну, давайте. Играю. Значит, смотри. Да. Вот ты, у тебя правая рука доминантная? Ну, правая, да. Глаз какой? Левая. Левый, да? Старт, Доминантный. левая сзади. Ага. Ухо. Вот. Браво. Вот. Правая. Значит, два правых и два левых, да? Да, да. То есть полная дезорганизация. Вообще. Смотри. Вот тебе нужно так, вот прям пальцем показать. Точку. Точку эту пальцем показать. Так. Так. Смотришь на нее, да, закрываешь глаза и делаешь на месте, не убирая руки и пальца, шагай. Шагай, 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 шагай. Колени поднимай в конце концов. Вот, 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 вот. Ага. На месте, куда пошел? Так, стоп. Открывай глаза, не убирай руку. Ты на этой точке? Он чуть ниже. Чуть ниже. Вот я говорю, поэтому вы мажете ворота. Вот это когда идет вот такой вот диссонанс. Я им ставила на место, значит, чтобы было общее состояние. Там, потому что есть закон местного глобального переключения, то есть мы с вами пройдем это все. Вот. И тогда у них более точное движение идет, мечом ударяют более точно. Прикольно. Интересно же, да? Спортсменам это очень хорошо идет. Вот. Что смещается? Все смещаются, считают, что они точно показывают на эту точку, но, к сожалению, и еще. Многие водят из вас? Да. Многие водят, да, машину? Скажите, пожалуйста, были ли случаи, когда вы сидите за рулем, вот, начинаете, вот у вас машина идет, вы хотите ее обогнать, и вдруг ни с того ни с сего у вас в поле вашего зрения возникает слева машина. Внезапно. Вы ее не видели, ее не было. У меня только справа почему-то такое. Не слева. Нет, вы справа обходите машину. Вот, Мы не всегда справа. вот вы едете, да? Вот машина. Вы ее хотите обогнать. Вы же делаете обгон вот этот. Правильно? Вы же не по обочине идете. Вы не по обочине, ну правильно. Нет, не там по же обочине. много, может быть, Вот, например, вот так идете. полос. И вроде бы посмотрели, все, ничего не видно, да, и в зеркало посмотрели, ничего не видели. И тут сюда, и вдруг сигнал, что вы чуть не сбиваете какую-то машину рядом идущую. Это увеличение слепого пятна. И очень легко убирается, кстати. Как проверить это слепое пятно? Берете А4 бумажку, ставите в центре этой бумажки точку, которую вы видите. Ее, ну лучше всего, ну вот так вот на стену прислонить, вот на стену, да. Дальше берете другую А4, ну просто для этого не обязательно. Делаете вот так торцом, чтобы в длину, вот это расстояние до этой бумажки. Вот. Берете карандаш, закрываете один глаз, вот, и вам ведут сверху, и вы говорите, где вы видите, вы ставите точку, сбоку, снизу и изнутри глаза, да, вот, сделали, обвели. Одно пятно будет, это правый глаз будет, это задание на дом вам. Вот. Потом, Давайте еще раз. Давайте, может быть, Значит, значит, сделаем с кем-нибудь. давайте, Выходи. листочек, ну просто надо будет прилепить листочек. А может быть, на доске она Ну, сейчас может быть, на доске, но на доске хуже, она отсвечивает вам, отсвечивает. Вообще делается только на листке бумаги. А4, пожалуйста. А4, ну, чем прикрепить? Ну, давайте на доску мы прикинем. да, И все, дальше вы уже видите. Один листок. Во-первых, никогда, смотрите, вот как раз таки показываю, вот А4. Вот в таком положении вы на уровне своих глаз прикрепляете на стену. Закрепили здесь, да? В центре ставится яркая точка, в центре. Дальше
закрываете один глаз, смотрите в центр, никуда не отводите. Ну, это глазная техника, это у офтальмологов, только они другое смотрят. Закрываете один глаз, берете ручку и начинаете вести эту ручку сверху. Как только вы ее увидели, ставите точку. Затем с другой стороны увидели, с какой видите, ставите точку. Снизу. Но глаз никуда не уходит, он смотрит все время в центр. Отсюда и с этой стороны. И потом обводите вот это вот, ну, будет вот такое пятно, да? То же самое делаете с левого глаза. И вы вдруг увидите, что у вас в левом глазу это пятно в 2, а иногда в 3 раза больше слепое, чем у вас в правом. То есть вы что сделали? Вот увидели, точку поставили, потом идете, раз, когда в центр вы смотрите, у нас естественно физиологическое слепое пятно, оно пропало, вы ставите точку. Вы, наверное, это не поняли, да? Да, Вот. Значит, увидели, ставили точку, да? Ну, это поле зрения смотрит, какой обзор. У кого-то узкий, у кого-то очень широкий, это можно посмотреть. Потом смотрите в центр, строго в центр. Идет, и вдруг в каком-то месте раз опять пропадает. Вот здесь точка тоже ставится. Вот. Вот ваше большое поле, и вот оно маленькое поле. Вот это слепое пятно. Вот это все, это то обзор ваш, который вы видите. Иногда, я если сюда смотрю, я вижу вот там. Поэтому мне бесполезно это делать, да? А если я вот это поле буду смотреть, конечно. Вот, то есть, смотрите, идете к центру, глаз не вращается, только смотрит в точку. Как только исчезает кончик ручки, ставится пятнышко, такое, ну, точка. И вот это вот обводите. У вас получается, обводите вот это, как почти ролик получается, на одном глазу и на другом глазу. И я вас уверяю, на левом глазу у вас будет в 2-3 раза меньше. Знаете почему? Больше. Больше, да, больше. Меньше в правом, больше в левом. Почему у меня, я точно знаю, потому что у меня на левом катаракта. Нет, ну это мы не берем патологию, а берем даже при этом у вас будет. У вас неврологическая дезорганизация, то есть нарушен перцепционный вход с противоположной половины тела. И убрать это можно по счету раз. Вот делаем до и после, и удивляетесь. Берется следующее. Вы укладываете, ну, пациента, не себя, конечно, пациента, вот, и вот у него левый глаз вот в таком состоянии, да, вы с правой стороны начинаете работать на плече, 10-15 раз движений делаете в разные стороны, да, в локте, сгибание, разгибание, скручивание, да, кисти, это нарушение проприоцепции, вот. В кисти, в пальчиках во всем, да, в тазобедренном суставе, в коленном суставе, в голеностопе. Вот. Проверяете, поразительно. А? Смотрите, вы работаете с той стороны, с которой идет нарушение перцепции. Вот эти проприоцептивных потоков. Левый глаз, если там в правом глазу будет больше, значит вы работаете слева. Но это редко-редко. За мою практику очень мало таких получалось людей. Чаще всего левый глаз нам будет показывать большое слепое пятно. И когда спрашиваешь, что были ли случаи, даже рассказывают об авариях, когда на обгоне врезался в машину слева. Говорю, ну не было ее, я не видел. Она в слепом пятне была, эта машина, да? Или что-то там попалось, или в человека, или что-то, да? Так вот, чтобы это предотвратить, надо усилить проприоцептивный поток с противоположной стороны, с суставов. Именно с суставов. И сразу же, вот прям только это сделали, ну, занимает несколько минут буквально, да? Тут же делаем, повторяем пробу, они практически выравниваются, эти слепые пятна. Вот удивительно, вот вам левое, правое полушарие, дезорганизация пошла, да? То есть дезорганизация входа. Можно вопрос? Да-да. Скотома, это знакомо вам? Как? Центральная скотома, я и страдаю, что теперь? И как с ней работать? Это причины? Ну, как? она же не вся скотома, она
подвержена тому, что в желтом пятне отсутствуют колбочки, да? Все, их нету. Ушли за горизонт. Поэтому, когда человек, вот, я, допустим, вот смотрю в центр, да, и я центра этого не вижу. Но, однако, смотря в центр, у меня поле это зрения есть, и я все равно, когда подвожу, я определяю эту скотому, она у меня будет разная, слева и справа. Хотя желтое пятно по анатомии одинаковое. Она у вас стабильная. Оно одинаковое. Желтое это пятно и слева, и Не, справа, я имею на в виду- сетчатке глаза, оно Я одинаковое. имею в виду, это зрительная мигрень, она появляется, мигрирует через поле зрения и исчезает. Это бывает периодически. Ну, это бывает и при болезни Штатгарта, и многих других заболеваниях там. Вот, но само анатомически это желтое пятно, оно одинаковое по величине. И поэтому смотрим в центре, мы этого не видим. Ну, мы моделируем, допустим, ту точку, а вот когда начинаем просматривать, где у нас исчезает, то у нас получится как бы правое желтое пятно одного размера, а левое другого, а такого быть не может. Или одинаковый, ну тогда значит все нормально, перцепция идет хорошо. Как можно определить? Но чаще всего вот это как раз-таки к вопросу о том, что необходимо заниматься все-таки гимнастикой и утром, особенно вы выезжаете куда-то или что-то, позанимайтесь со всеми суставами. Причем не надо махать вот этими руками. Самое интересное, лучше всего рецепторы включаются при небольшом объеме движения, небольшой объем движения, вперед и назад, разворот при небольшом объеме движения. Вот. То есть при небольшом объеме движения большее количество рецепторов включается именно в самом суставе. Вот. А остальное это все уже мышцы связки. Затем вот это все. Но самое лучшее то, что я вам показывала на первом семинаре, если кто-то помнит. Для мозга. Помните упражнения корейские? 4 упражнения корейские для мозга. Вы все забыли? Забыли, давайте еще раз. На первом семинаре я вам показывала. Пожалуйста. Давайте повторим. 4 корейских упражнения для мозга.